Уважаемые подписчики, друзья, случайный зритель. Я приветствую вас на канале Роман Парфенюк. Все о монетах. Друзья, продолжаем рубрику «Фалеристика». Серия Мюллера, несомненно, оказала свое влияние на дальнейшее развитие русского медальерного искусства. Под ее воздействием происходит все более активное внедрение в композиции русских медалей элементов аллегории. Можно проследить прямые реплики мюллеровских композиций в более поздних произведениях. Лицевая сторона медали в память командования Петром I 4 флотами при Борнхольме в 1716 решена как торжественный апофеоз царя, бюст которого водружен на пьедестал среди воинских трофеев. Запряженная гиппокампами колесница Нептуна на обороте медали вызывает в памяти мюллеровский сюжет открытия мореплавания на Балтике. На ваших экранах медаль на командование 4 флотами при Борнхольме. Лицевая сторона на постаменте, окруженном трофеями, увенчанный лаврами бюст Петра I. Оборотная сторона Нептун в развивающейся порфире, окруженный флагами. На колеснице, запряженной гиппокампами, вправо. Последняя медаль Петровской эпохи, посвященная смерти императора, является характерным памятником барокко, программным произведением, подводящим итог целого отрезка истории. Портрет Петра I на лицевой стороне отмечен подчеркнутой суровостью, которая в сочетании с лаврами и античным доспехом создает героизированный образ, проникнутый патетикой, присущей искусству барокко. Эта медаль тоже сделана на смерть императора Петра I 28 января 1725 года. Лицевая сторона бюст Петра I в лавровом венке и доспехах римского императора вправо. Оборотная сторона аллегория вечности в виде женской фигуры с уроборосом в руке уносит Петра в небеса. Аллегория России в виде коронованной женской фигуры сидит на берегу моря с кораблями и заходящим за горизонт солнцем слева. Рядом с фигурой России атрибуты власти, науки, искусства и войны. Справа 2 лавровых дерева, символ славных деяний и вечной жизни. Перед вами сложная многозначная композиция оборотной стороны представляет Россию в окружении предметов науки и художеств, на берегу моря плывущими по нему парусниками. Вечность со своим атрибутом. Свившийся в кольцо змей уносит ввысь Петра, облаченного в античный доспех. Оригиналом для медального портрета послужил бюст работы Растрелли, представляющий Петра в образе римского императора. Венчает изображение цитата из слов на погребении Петра Феофана Прокоповича: «Виждь, какову оставих я». Лицевая сторона. Поясное изображение Петра I, анфас с головой повернутой влево. На голове царя лавровый венок. Петр облачен в доспехи с Андреевской лентой и горностаевую мантию. Оборотная сторона фигуры сидящих Нептуна и Минервы на фоне Петербурга справа, на которой указывает рукой Минерва и Финский залив с кораблями слева, на который указывает рукой Нептун. Слева у края инициалы медальера Жан Досье. И в завершении обзора, друзья, перед вами жетон, выполненный на смерть императора Петра I 28 января 1725 года. Друзья, если вам понравился этот обзор и каким-то образом пригодилась информация моего канала, я прошу поддержать мой проект лайком, подпиской. Если вы еще не подписаны на канал, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы быть в курсе всех новинок и обновлений. На этом я буду заканчивать. С вами был Роман Парфенюк. Все о монетах. Всего доброго, друзья.